Everyone, this is a bomb. I am boxing, athletic, bodybuilding trainer. I will be training live, come my life. Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня погодка на улице бомба. Ту информацию, которую я вам дам, тоже будет бомбой. Вообще супер день. Вот. Ребята, принял такое решение, да, обещал сегодня провести разминку, да, показать, вот. Она будет, да, разминка, только будет чисто разминка, да, потому что многие люди будут только начинать, да, и понимают, что то, что я буду делать, это там для спортсменов не составит, да, никакой проблемы, они могут спокойно, да, сделать такую разминку, но мой эфир будет предназначен, я уже как бы говорил, да, для людей, которые желают начать заниматься, да, спортом, которые планируют, да, подтянуть там, возможно, себя к лету, улучшить свои физические данные, да, построить тело так, как им нравится, вот. Поэтому сегодня... Мама, что это? Что это? Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Неожиданно. А что это такое? Неожиданно. Вообще неожиданно. Класс. Вот. Поэтому сегодня будет разминка для начинающих, для людей, которые хотят начать вести здоровый образ жизни, которые хотят начать тренироваться. Добрый день. Прикольно. Так а что, вы тренироваться будете со мной, нет? Прям в эфире надо за вами повторять? Да не, ну вообще, да, вообще склоняю людей к этому, да, ну, а как получится? Не, можете просто смотреть. Ну, вообще, да, вообще как бы делаю эфир вот для того, чтобы люди, да, кто имеет желание, да, возможность, начал тренироваться, да, совместно со мной, чтобы улучшить себя там, да, к лету, улучшить свои физические показатели, да, допустим, улучшить свое здоровье, да, прежде всего, это основное, конечно же, улучшить здоровье. Потому что физкультура для того, чтобы улучшить здоровье. А вы чем занимаетесь, что вы там людям рассказываете? Знаю. Мама в декрете. А, мама в декрете. Ну, тоже как бы... Вам зато есть... Рассказать мамам, правильно, как там с детьми лучше. Вот. Да ничего не рассказываю, поверьте. Так, захожу просто. Давайте посмотрим. Может быть, заинтересуемся. Может, батл начнем просто? Честно говоря, я вообще не в курсе, я не знаю. Я вот так сейчас нажму, смотрите. У меня третий эфир. Принять нажмите, принять. Ну. И все. И что будет происходить? Ну, сейчас у вас, если люди сидят, они будут лайкать. Там, у меня, если кто выиграет, у кого больше лайков. Нас все видят, да, вот мы общаемся, нас все видят. Да? Ну, у вас сколько сверху написано людей? Тихо. Жители, да, или кто ноль, пока никого нету. У меня тоже вот 0 пока. Значит, пока, может, нас никто не видит. Или как получается, я не знаю. Все может быть. Могут сейчас зайти. Вы когда только что открыли эфир? Да, минут пять назад, да. Вот. Ну, пишут, что кто-то вот с нами, а кто, я не знаю. Ну, ладно, в общем, я буду все равно рассказывать, потому что у меня там еще куча планов вечером. Вот, да. А вы с какого города? Я в Бельгии живу. Вообще с Украины. Я с Украины, украинец сам. Но живу в Бельгии. А вы? Казахстан. Я понял. Меня Владислав зовут, если что. Меня Алина. Мама, горячий. А вот это про вас, да, что написано? If you follow me positive, да, you can go live together again. Да, это вас? Не знаю, у вас на эфире мое не должно, наверное, ничего. У меня этот стоит. Нет, у меня, в принципе, мисс Позитив просто. Мама, потуй его. Да, ну это ваш профиль, наверное, я не знаю. А получается, что получается, нас никто не смотрит, да, когда мы... Пока еще нет. Нет, проходящие люди видят. Ага. Угу.
Вот, потому что я хочу, да, показывать там ему упражнения, вот, ну, зрителям, да, чтобы я мог видеть, как это происходит, видно и не видно, как... Вот сверху, где 0 написано, там и должно 1, 2, 3 хоть быть. А так Ага. людей нету, без смысла, типа. Смысла нету, да, вообще. Мгм. Обзор 0. Всего просмотров 8 вот у меня написано. Ну, это полные, которые Это кто, просматривали. это кто просто зашел, да, посмотрел, вот. А запись эфира сохраняется вот сейчас, да, когда? Да. Ну отлично, потому что мне надо, чтобы она сохранялась, я там записываю. Потому что спорт это такое, знаешь, ну, надо показывать, потом смысл того, что я сейчас работаю, да, делать буду, ну, интересно, чтобы оно сохранилось. А вы вообще, что ли, тренер или просто для Да, себя? я больше 20 лет занимаюсь боксом, да. Бокс, смешанное единоборство, борьба. Вот сообщение какое-то пришло, что это такое. Попросите зрителей поделиться трансляцией, пригласить друзей. Ну, это когда люди заходят, вы просто говорите: ребята, всем привет, делимся трансляцией, не проходим мимо. Я понял. Да, ну хорошо. Пусть делятся, если это возможно. Да, конечно, да, делитесь, если есть возможность. Вот, это я что-то нажал, получается, сейчас тоже вот поотправляю. Да, я ж могу своим друзьям поотправлять. Да, и занимаюсь сам дома. У меня сейчас вот зал, да, допустим, далеко. Ну, я и людей тренировал раньше тоже. Я сам тренируюсь дома, и чтобы вот это тоже людям, знаешь, как бы это самое, и людей научить что-то передать полезное, да, как бы. TikTok же пишет, да, у нас платформа, чтобы люди друг другу что-то хорошее носили, помогали каким-то образом. Вот и я тоже решил, чтобы не зря проходили, да, тренировки, делать эфиры, чтобы люди тоже, возможно, кто-то захочет, кому-то будет интересно. Вот. Будут тренироваться вместе со мной. О, а что это за печенюшка? Я сначала не понял, думаю, что это появилось. А это эффекты такие. Не, я думаю, может это я что-то нажал. Думаю, откуда оно взялось. Нет, Что я это, просто пошла лекарство выпить, из-за этого так поставила. что это за батл? Это получается, типа нам должны лайки ставить, да, если там вообще кто-то будет Ну, это смотреть. люди должны ставить, мы сами себе не Не, можем. ну конечно, я понимаю, да. Это желудок болит. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Вот мы вдвоем проиграли, все. Чего? Мы проиграли, да? Кому? И вы, и я проиграли. Ну класс, очень рад. Драйв. Победила дружба. Алина, Ау. да, слава богу. А как мне сделать, чтобы я мог, да, извините, конечно, пожалуйста, как мне сделать, чтобы я мог тренировку сделать, чтобы я видел, что я делаю, как это мне можно сделать? Я потом на тебя подпишусь, и ты подписывайся, потом пообщаемся чуть позже. Потому что я настроился, да, людям провести эфир, тренировку, да, как, или мне надо что, выйти отсюда, я не знаю, как сделать. Нет, вы хотите, чтобы я вышла, правильно я понимаю? Я не знаю, давай я выйду. Не, просто чтобы ты не обижалась, да, ну, может, не Нет, красиво. я-то не обижаюсь, просто... Нет, вы можете, например, Короче, я сейчас выйду, и у вас свой экран общий этот появится. Просто я вам к чему говорю, вам сейчас, видимо, смысла нету. Людей же, видите, нету. Ну, обычно, ну, я вижу, там вот пишут, теперь с нами, люди появляются. Может, они просто мимо проходят, наверное. Мимо. Ну, давайте я выйду, вы попробуйте начать тренироваться, может, кто-то зайдет. Спасибо, Алин, рад был познакомиться. Сейчас я... Вот. Ребята, всем привет. Да, недавно вот запустил эфир, еще полностью не разобрался, да, пообщался с девушкой с Казахстана, вот познакомился. Вернемся к тому, о чем я рассказывал. Сегодня я проведу разминку, да, для начинающих, да, для людей, которые хотят улучшить
свои физические показатели, да, которые хотят. Это все упражнения, которые я буду показывать, я сам в течение долгого времени придумывал, да, прорабатывал, разрабатывал. Понятно, что кто-то тоже их знает, да, но тем не менее большинство из них я сам компонировал, да, вот. Значит, для новичков сегодня будет чисто исключительно для людей, которые хотят начать тренироваться, да, вот и вообще моя цель до эфира это как бы привить, не то что привить, это может быть грубо, это прививки собакам, то я извиняюсь, конечно, как бы привлечь людей, да, к здоровому образу жизни, к тренировкам, то есть не обязательно, сейчас такой стереотип, да, сложился, что там, ну, надо в залы ходить, там, проплачивать эти все, не обязательно это делать, ребята, можете заниматься дома, в домашних условиях, вот сегодня я все дам информацию, как обычно человеку, который живет просто, у него нету ничего в квартире, да, для занятий спорта, как ему, с чему ему начать, да, вот на этом будет построен мой эфир. Вот. Hello guys, everyone, I will be a trainer live, come my life. I am boxing, bodybuilding, athletics trainer. Значит, ребята, сегодня будет разминка для начинающих, она вообще должна у вас занимать 15-20 минут. Вот, те, кто занимаются давно спортом, кто в теме, да, люди, понятно, для них это будет как разминка, но для людей, которые хотят начать только, да, которые планируют начать заниматься спортом, с чего-то начать, вот эту сегодняшний эфир будет посвящен вам, да, то есть людям, которые хотят начать заниматься спортом. Я дам вам упражнения, которые для меня это разминка, для всех людей, которые занимаются уже там профессионально долго спортом. Для вас вы вот эти упражнения можете использовать на первых этапах своего вовлечение в спорт, да, в воркаут, в бокс, как полноценную тренировку. Вот. Ну а для ребят, которые, конечно же, ну, занимаются уже не первый год спортом, да, посмотрите, может что-то для себя новое знаете, напишите, может что-то мне посоветуете, порекомендуете, я буду рад каким-то подсказкам, возможно, да, обсуждениям, то есть как проводится разминка. Разминку я буду проводить, она будет начинаться с головы, с шеи, да, и постепенно, последовательно идти вниз. Вот, спешить не надо, делать все нужно потихонечку, прорабатывать. Я все сейчас полностью покажу, расскажу. Вот. И ребятам, кто занимается, да, боевыми искусствами, да, боксом, ну конкретно я за бокс сейчас говорю, это перенос веса, можно во время разминки, да, двигаться на ногах, переносить вес, то есть вот, ну я лично так делаю, да, потому что я занимаюсь боксом, да, у меня основная цель, это я с разминки даже начинаю, у меня уже уклон идет в сторону бокса, да, вот, так, поэтому сегодняшний эфир предназначен ребятам, которые хотят начать заниматься спортом. Пожалуйста, начинаем мы с головы. Вот, делаем мы наклоны вперед в 4 стороны. Да, первое упражнение это наклоны головы в стороны. У нас 4 стороны, да, делаем по 5 раз медленно в каждую сторону. Вот, начинаем. Все надо делать медленно, ребята, спешить не нужно. Второе упражнение – это вращение головы. Тоже медленно делаем по своей оси 15 раз в одну сторону, 15 раз в другую сторону.
Это упражнение, оно помогает улучшить кровообращение, у кого застой, у кого сидячий образ жизни, работа, кто мало двигается, это упражнение, оно запустит кровопоток, улучшит мозг, да, и снимет стресс с мышц, так сказать, расслабит верх спины, вот. Делаем 2 подхода по 15 раз. Вот. Третье упражнение в нашем сегодняшней тренировке, разминке, да, это будет шраги. Есть такое упражнение в тяжелой атлетике, в бодибилдинге, шраги с весом, да, но я делаю без веса. Вот, это как обычно, вот вы пожимаете, да, пожимаете плечами, да, надо сделать вот в таком плане такое упражнение, да, вы как будто бы просто пожали, вас что-то спросили, да, вы пожали плечами. Вот так вот, ребята, пожалуйста, 15 раз. Это упражнение улучшает кровонаполнение плечевого отдела мышц, шеи, насыщает кислородом вверх. Вот, 15 раз. Так, следующее упражнение. Я все позаписывал, чтобы ничего не пропустить. Я вам буду пошагово так рассказывать, чтобы дать очень максимально классную информацию, да, и каждый может дома самостоятельно уже потом делать эти упражнения, да, и нормально себя чувствовать. Вот. Шраги без отягощения, ну, обычно это тоже сейчас будет, вот, да, к пожиманию плеч, вот, да, это разминочное упражнение. Вот шраги, я про шраги расскажу. В основном это шраги в атлетике, это, да, делают мужчины, это строится, да, трапеция, вот эти мышцы спины, то есть, ну, женщины мало их делают, но мы делаем без веса, поэтому могут делать и мужчины, и женщины, без разницы. Эту тренировку можете проводить любого возраста люди, хоть дети, хоть пожилые люди, она рассчитана на оздоровление, а не на там какие-то веса и какие-то там еще что-то, вот. Поэтому вот сейчас делаем упражнение 15 раз в эту сторону медленно, вот так вот делаем. Это шраги называется. 15 раз сюда и 15 раз сюда. Тоже упражнение, улучшающее кровообращение, да, насыщающее, уже пускающее кислород, да, идет уже. Лучше начинает насыщаться кислородом плечевой пояс, мозг. Вот. Дальше мы переходим к ножничкам. Ножнички, ребята, ножнички, это может там, кто помнит, в школе, да, на физкультурах делали ногами. Да, я делаю руками. Вот. Это упражнение тоже, оно улучшает кровообращение всего туловища, да, задействованы мышцы рук, спины, грудные, плечевой пояс. То есть ножнички я делаю таким образом. Не в одном положении, а постоянно делается, то есть сверху вниз, вот идет. Сверху вниз, да? Вот. Пожалуйста, вот так вот делаем. Вот. 50 раз я делаю, да, можете начинать с 30. Вот. Да, и повторюсь, ребятам, кто занимается боксом, можно во время разминки, да, делать перенос веса. Это полезно. Вот. Для мелкой моторики тоже ты руками делаешь так, да, ногами перекидываешь вес. То есть это, да, как раньше вот там мы делали, да, хлопок по голове, да, по животу, допустим, да, гладишь руку или там наоборот. Вот то же самое, ты переносишь вес, да, а руками делаешь ножнички. То есть тоже это. Ладно, не буду отступать. Сегодня тренировка, да, для начинающих, для людей, повторюсь, которые хотят с чего-то начать, не знают и ждут повода ходить в зал. То есть я сегодня даю информацию, как начать тренироваться дома. Не надо вам никак, ну, я не отговариваю, кто хочет ходить в зал. Даю информацию, с чего и как начать тренироваться дома. Да, видео останется в шапке профиля, можно будет смотреть. Вот, сделали ножнички, да. Следующее упражнение — это хлопки руками сзади и перед собой. Да, это упражнение, которое разрабатывает широчайшие мышцы, да, спины. Вот.
плечики, ручки, грудной отдел делается на следующим образом. Я его тоже делаю 50 раз, да, вот считаю, 1, 2, 3, 4. Ну, можете начинать с 30, да, допустим. Да, так что, ребята, сегодня тренировка, тренинг for begins sportsmen. Для начинающих. Вот. Вот таким образом. Спереди, сзади хлопочки. Двигаемся, ходим. Стараемся больше двигаться, да, чтобы у нас разминка, тренировка на 15-20 минут занимает, но эффект будет, я вам, ну, это моя личная, это я сам сделал, да, с годами разработал, вот. Так что, пожалуйста. Так, следующее упражнение. Следующее упражнение — это растяжка связок, да, мы кисти растягиваем, вот, делаем вот так, вот, берем пальчик, да, тянем сюда 15 раз. Это улучшает кровопоток в кисти, растягиваем связки, сухожилия, улучшает эластичность, гибкость, да, суставов. И вот так вот, вот в эту сторону, вот так. Тоже. По 15 раз. Пальчик тянем 15 раз и кисть тянем 15 раз. То же самое, другую ручку. Так. Вот. Вот так вот. Вот. После ручек, да, я уже рассказывал, кто вот недавно подключился, да, тренировка, разминка идет сверху, с головы идет до ног, делаем все спокойно, медленно прорабатываем, улучшаем свое здоровье, вот. Кровообращение улучшаем, насыщение кислородом мозга, сердца, всего тела, вот. Следующее упражнение — это растяжка широчайшая мышца, это вот спина. Я ее растягиваю с помощью такого упражнения. Я тяну руку практически на спину кладу, второй рукой вот так вот тяну, давлю сюда, вот так. Получается растягиваю. Делаю 15 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мы растягиваем широчайшую, вот, растягиваем широчайшую мышцу спины. Эта сторона то же самое. Все, по 15 раз сделали. Вот. Так, и сейчас будет упражнение проворот туловища в разные стороны, да. Это мы уже переходим на поясничный отдел. Вот, сейчас я чуть-чуть поправлю фиксатор, да, для телефона. Вот. Да, следующее упражнение это вот так вот. Мы берем локоточек, ножка в ту сторону, ручка в ту параллельно. Вот. И 15 раз. Это для поясницы, то есть там вставить, если где-то что-то выскочило, по чуть-чуть медленно, чтобы может щелкнуть где-то. Все, 15 раз сделали в одну сторону, 15 раз в другую сторону. Ребята, кому интересно тренировки онлайн для новичков, для опытных, для боксеров, то есть учу, обучать буду, давать обычные знания ОФП, да, тренировки, разминки, улучшение здоровья, общего тонуса организма, плюс буду обучать, если кому интересно, азов бокса, да, ставить удары, все остальное. Так, мы сделали растяжка связок. А сейчас даю информацию о ОФП, то есть можно дома самим заниматься, взять вот это на вооружение и, то есть от мала до велика, кто хочет, может эти упражнения делать, это для здоровья, исключительно для здоровья. Сегодня эфир здоровья. Так, поясничная орбита, поворот туловища. Ага. Теперь делаем упражнение, я его называю поясничная орбита, да, мы становимся, уже мы пошли от шеи, от головы, да, пошли вниз. Вот, делаем по 15 раз в две стороны. Ножки чуть шире плеч.
Я делаю по 15, вы можете там начинать с 5, с 6, с 7. Вот, и 15 в другую сторону тоже. Все делаем спокойно, не спешим, прорабатываем, чувствуем. Вот. Сегодня такая погода отличная, но все равно еще холодно на улице. Может быть, на следующей неделе уже на улице буду делать занятия. Вообще планирую на улице делать с бегами, там, с баскетболами, показывать, что можно делать на улице, да, людям. То есть. Так, следующее упражнение — это вращение коленных чашечек. Да? Чуть-чуть прогибаемся, чуть-чуть подсаживаемся и делаем 15 раз в эту сторону. И 15 раз в эту. И это полезно для коленей, для менисков, да, то есть прорабатываем, разминаем суставы, чашечки, вот, мениски разрабатываем, чтобы не было застоев. Так, и переходим мы уже, все, мы уже дошли до стоп. Вот, прошли до стоп, будем делать сейчас, да, прокрутки стопом, прокрутка стоп обеих ног. Вот здесь на той ноге, которая не делается вес, на той ноге, которой будем делать упражнения, да, веса нет. Переносим его на бездейственную ногу и делаем 15 раз вращения. Вот как мы делали коленочками, только сейчас делаем ступней. 15 раз в одну сторону и 15 раз обратно. Вот, сделали вес на ту ножку, которой закончили, и на которой еще не делали, делаем 15 раз в ту сторону, 15 раз в обратную сторону. Так, и сюда 15 раз. Вот. Да, ребята, повторюсь, тренировка здоровья, да, для новичков, для людей, которые хотят начать заниматься спортом, которые хотят улучшить свое физическое состояние, да, подготовиться к лету, там, возможно, я не знаю, какие планы. То есть даю информацию о тренировках дома, не надо ждать, пока ты там купишь пропуск в зал, то есть вот тебе тренировка, бери информацию, черпай и тренируйся. Вот. Следующее упражнение тоже для стоп. Делается оно так, это растяжка стоп. То есть вес снова на бездействующей ноге. Делаем 15 раз вот этой ножкой в ту сторону, потом, я не знаю, видно, вот так сюда. Вот, теперь сюда 15 раз. И становимся, тянем вот так вот стопу, потом полностью на нее делаем нагрузку на заднюю ногу. Вот. То же самое делаем теперь левой ногой. Не знаю, ребята, видно, надеюсь. Вот. Подробно полностью рассказываю. Все упражнения сам лично аккомпанировал. Все продумано годами, уже больше 20 лет. Именно эту разминку я уже делаю, наверное, больше 5 лет. Это разминка, еще раз повторюсь, но те, кто хочет начать заниматься, это можете использовать как тренировка. Как конкретно полноценная тренировка. Для меня это разминка, для кого-то, да, для спортсменов это может быть разминкой. Возьмут себе что-то на вооружение. Обычным людям, которые только хотят, это, ребята, может быть у вас как тренировка. Так. Следующее упражнение у нас будет это растяжка грудных мышц и поясничных в наклоне. Тоже все делаем по 15 раз. Стремимся делать по 15 раз, больше не надо. Кроме там ножниц, кроме хлопков, там больше делаем. Что это базовые упражнения больше идут. Вот, в них задействовано больше мышц, да, поэтому их больше делаем количество. А целенаправленные там на плечевой пояс, на ноги, на это делаем максимум по 15 повторений. Вот, сейчас делаем такое упражнение, оно тоже очень интересное, очень хорошее. Да, мы
Я показывал. Делаем, то есть у нас должно быть раз мы делаем внизу, раз разводим руки, потом делаем 2 и делаем 3. И потом делаем вот так. Раз, 2, 3. У нас должно быть три положения. Одно положение, второе положение и третье положение. Мы растягиваем полностью грудной отдел, растягиваем плечи, растягиваем, да, вдох, да. И напускаемся 3 раза. Раз, 2 и 3. Тоже в 3 разных направлениях стараемся. Кто начинает, да, ребята, кто не обязательно тянуться, там, надрываться, пожалуйста. Чтобы легче вам было, ставьте ножки чуть-чуть шире. Не постепенно потом уже будете их, да, ставить на ширину плеч. Начинайте, поставили ноги шире, чтобы вам было легко дотянуться. Вот, все. Вот, выглядит так это упражнение, показываю. Раз, 2, 3. Раз, 2 и 3. В 3 разных места касаемся руками. И здесь 3, 2, 3. 3 разных радиуса. Раскрываем полностью. Раз, 2, 3. И пошли здесь. Раз, 2, 3. Вот. Это тоже одно из таких неплохих упражнений, да, для растяжки грудных мышц. И поясница задействована. Показываю еще сбоку. Раз, первое. Раз, 2, вот как руки, вот 2, и вверх 3, полностью раскрыты, и вниз, раз, 2, и туда стараемся назад потянуться, 3. Вот. После этого упражнения, да, можно в разминке поделать упражнение для легких, я его рекомендую всем. Это очень эффективное, да, очень эффективное, хорошее упражнение. Вот. Сейчас покажу, как оно делается. Одну секунду, у меня тут что-то потухло. О, свет пропал, есть. Сейчас покажу. Ребята, эфир, повторюсь, кто хочет начать тренироваться, да, в домашних условиях, я даю информацию, собранную годами, да, я профессиональный, можно сказать, спортсмен, но как бы сейчас я затренируюсь дома сам для себя, исходя из своих знаний, исходя из своих год тренировок, да, вот я даю вам информацию, ребята, подписывайтесь, пожалуйста, смысл эфира, чтобы люди начали заниматься, вести здоровый образ жизни, да, оздоравливались, вот я даю эту информацию, ребят. Валерий Альбертович, есть вопрос по упражнению? Пожалуйста, конечно, все вопросы абсолютно пишите, я отвечу. Ребята, на все вопросы отвечаю, пожалуйста. Вот. Так, я сейчас хотел рассказать вам, да, упражнение для легких. Да, это упражнение, не помню откуда, где-то я его высмотрел или вычитал. То есть смысл этого упражнения, оно увеличивает легкие, насыщает кислородом. Задача какая? Ты должен сделать вдох максимально, сколько ты можешь. Потом добить этот вдох еще 2 вдохами, допустим. Задержать на 2-3 секунды, да? Вот сейчас я покажу вам полностью, как это делается. И в нижней точке выдавить из себя вот это 3 повторения. Это упражнение для раскрытия легких, для улучшения работы, да, легких, для насыщения кислородом и увеличения легких. Самое основное, это упражнение, если его делать там, с периодичностью там, через день, оно поможет вам быстрее, если там кто-то, человек вообще не занимался никогда спортом, или же там, может, курил или еще что-то, вот это упражнение, оно поможет быстрее, да, восстановить легкие. Ну, рвать прям не надо там.
задыхаться. Но смысл в том, что вам надо максимально их наполнить, максимально в верхней точке, и потом чуть-чуть задержать, сколько можете, и выдавить животом. Живот выдавливаете воздух, вы выдавите из себя. Вот это упражнение для легких. Его можно делать не обязательно, да, на разминке, вы можете его делать просто в лес, там, поехали за грибами, да, в лесу, прекрасный воздух, сделали, да, там, допустим, это упражнение. Вот. Так, ну, вообще я его делаю на улице, да, стараюсь, когда делаю разминку, я делаю это упражнение, оно у меня уже на автомате, оно входит в разминку, вот, и в процессе разминки я его просто хожу, пока там от чего-то отдыхают, какое-то упражнение, я его делаю. Вот, ребята, еще раз я повторюсь, это база, это моя разминка, да, я вам сейчас ее показываю, детально рассказываю, все будет полностью сохранено. Я надеюсь, TikTok не удалит, потому что предыдущую я не могу уже 2 дня с ними выясняю, не могут мне восстановить трансляцию, потому что, ну, как бы я даю информацию и хочу, чтобы она сохранилась для людей. Вот и пообещал ту трансляцию, но она, к сожалению, они не могут мне ее восстановить. Сегодня я повторяюсь. Я даю информацию, это разминка для людей, которые со спортом знакомы, для обычных, кто хочет начать дома, не нужно ничего, вот эту я даю информацию, это полноценная может быть ваша тренировка, вы с этого можете начать свою, как сказать, тренировочный процесс свой, да, дома, не надо никуда ехать, ничего искать, домой пришел, включил телефон, вот, Владислав Павлович вам рассказал, вы посмотрели и сделали, все, эффект 100% бомба. Ну, я сам лично это делаю уже годами и знаю, о чем я говорю. Вот, так, после дыхательного упражнения, да, после дыхательного упражнения мы переходим легких вдоха, перекачивание с ноги на ногу на полусогнутых ногах, вот. Сейчас будем делать на полусогнутых ногах перекачивание с ноги на ногу. Это, ребята, тоже мое, ну, как бы это не мое, понятно, что кто-то тоже это делает и умеет. Вот, следующим образом. Мы полностью перекидываем вес на эту сторону, потом сюда. Вот. Тоже по 15 раз я делаю на каждую ногу. Тоже хорошее упражнение для пояснички, для ножек, да, тянемся. Вот, можно вот так, я ручкой еще сюда добавляю, да, для растяжечки. Вот, можно так чуть-чуть. Ребята, кто начинает, не обязательно вам там проваливаться. Начните просто, вот даже, вот так, если вы начнете делать, это уже будет супер. Вот, потихонечку, да, вот. Для ребят, кто боевыми занимается, я вот отсюда выход делаю еще. Я когда разминаюсь, я отсюда делаю выход. Вот, это у меня как идет в комплексе, да, я его делаю как нырок, да, сюда и вот отсюда выход. Ну, а сейчас, как для новичков, я просто показываю, вот. Это вот такое упражнение, да. То есть, вот, вообще максимально оно делается вот так. Вы вот сесть должны. Ножка вперед, вот. Вот, и вы садитесь, вот, примерно так. Ну, к этому стремиться надо, да, вот. К этому надо стремиться, а там уже потихоньку делайте, да, как там у кого будет получаться. Так, следующее упражнение. Наклоны. Наклоны на поясницу с растяжкой грудной мышцы. Вот. Это упражнение мы будем делать тоже вот. Это для поясницы и растяжка грудной мышцы. Значит, мы делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. То есть мы здесь раскрываем грудь, делаем вдох, вниз опускаемся, делаем выдох. Работает поясница, растягиваем грудной отдел. Спешить не надо, ребята, все прорабатывайте потихоньку. Тоже 15 раз я делаю. Вот, выглядит вот так это. Ножки можно чуть шире плеч, можно на ширине плеч. Но начинайте изначально чуть шире плеч делать. Такое упражнение, да? Так, что там у нас дальше?
Все будет, ребята, в повторе. Кому интересно, посмотрите. Я сохраню видео. Ну, надеюсь, что TikTok сохранит его. Потому что это тоже моя, ну, как бы, мне это важно, чтобы оно сохранилось, потому что я не только здесь выкладывать буду его. Так, наклоны на пояснице. Растяжка лицом к ногам стоя. Вот. Вот, это мы все проделали, да, мы уже разработали и поясничный отдел, и подрастянули ноги, и проработали ступни, чашечки, и все. И теперь мы будем делать растяжку. Ну, это стандартное упражнение, да, его, может, все знают, там, делали все. Тоже новичкам, ребята, не надо там тянуться, рвать поясницу. Вот, берем ножки вот так, здесь, чуть, ну, в районе коленочек, и тянемся просто вниз. Потом чуть-чуть руки опускаем и тянемся еще сильнее. Вот так вот 15 раз тоже. Вот здесь держим ножки и 15 раз. Вот, тянемся, растягиваем поясницу, тянем задние части ног. Вот. Все, это уже предпоследнее упражнение было. Вот. Предпоследнее упражнение. Сейчас покажу еще провороты рук, да, по своей оси. Так, и завершающее упражнение, да, я его делаю, оно у меня связано, да, с боксом. Это вращательные упражнения плечевого, да, пояса, суставный, горизонтальный, вращательный, сюда и сюда, вот, и внутренний, и внешний. Ну, это, я это делаю для каких-то боксерских, да, характеристик. Вам рекомендую обычно, кто просто кто будет начинать заниматься, просто вот, это упражнение делается так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И назад, в обратную сторону, тоже 15 раз делаем. Ребята, все упражнения делайте спокойно, дышите, дыхание очень важно в спорте, да. На отягощение вы должны выдыхать. Если раскрываете, вы должны делать вдох. Когда сжимаете, выдох. Также точно отжимание. Вниз опустились, вдох. Вверх, выдох. Все упражнения надо делать правильным дыханием, ребята, предупреждаю. И не кушайте перед тренировкой, не объедайтесь, не пейте много жидкости. За 30 минут крайний прием воды, да. Еда 2 часа рекомендую вообще. 2 часа, больше до тренировки больше не есть. Максимум это там финики, может какой-то перекус, я не знаю, попить кофе можно, да, там за 40 минут еще. Это моя личная рекомендация. Так, сделали проворот плечевого пояса, да, и горизонтально делаем вращательные такие упражнения, да, это для проработки суставов локтевых, вот. Горизонтальные вращательные упражнения. Я делаю это с прыжком, да, ну для бокса. Для начинающих, вот, пожалуйста, ребят. Вот. То есть вот это вы сделали туда-назад, потом вот это туда-назад, и от себя, вот, от себя, от себе и от себя, вот. Третье вот такое упражнение, да? Вот, пожалуйста. Все, на этом... Если вы начинающий, да, то на этом вам, поверьте, вам этого хватит с головой. Это у вас будет занимать где-то около 20 минут. Да, вы будете себя чувствовать, я вам гарантию даю, 100%. Вы себя будете чувствовать огонь. Я вам вы мне потом напишите, я вам 100% говорю. Вот. Кто-то сделает, пусть полностью. Я очень долго времени собирал эти все упражнения в кучу, да. Они в таком порядке идут, в котором надо. Поверьте, попробуйте. Да, запись я оставлю. Очень жаль, что TikTok не сохранил предыдущую. И, как сказать, я же долго рассказываю, да, объясняю это, ну, придется смотреть, ребята, извините, придется смотреть. Если кто-то хочет, подписывайтесь, я оглашаю, когда эфиры, приходите, будем тренироваться. Я сейчас даю информацию для новичков, потому что мне интересно, чтобы люди посмотрели,
чтобы то, что я хочу, да, ну я же сказал, первая моя цель это, да, чтобы людей привлечь, чтобы дома начали заниматься. Что я знаю, что люди хотят. Ну, мне много кто говорит, вот я бы хотел, но я там жду зал, когда там откроются или деньги, или еще какие деньги, какие залы. Вот, информация, все, пожалуйста. Пересматриваем видео или заходим в прямой эфир и тренируемся, пожалуйста, я буду только рад. Вот, вопросы задаем. Вот, я буду рад общению, буду рад это самое, подучить кого-то чему-то, может что-то новое, я не знаю, кто-то для себя узнает. Вот, ребята, пожалуйста, кому интересно, пересмотрите видео в профиле. И еще вот рекомендую новичкам, да, вы закончили разминку, да, и можно туда к разминочке добавить. Это прыжки, да, с хлопочком вверху. Все, может, знают это упражнение, но оно такое, как бы базовое, да, для новичков оно идеально подходит. Оно и в фитнесе используется, и в аэробике, и в гимнастике. Это прыжок, вот вверху, выдох. Ножки я чуть-чуть делаю, я чуть-чуть подсаживаюсь, как на пружиночке, да? Вот, тоже можете, да, 15 раз, начать с 15 раз, там, я не знаю, сделать 2-3 подходика, да, 15 раз сделать. Вот. Да, сейчас, ребятки, кто, я ж веду ОФП, я уже говорил, да, и основы бокса, да, я сам боксер, да, и участвовал в соревнованиях, тренировал людей, тренируюсь до сих пор, мне 40 лет, вот. Кому интересно, ребята, сейчас чуть-чуть перенос веса, да, проворот туловища будет, то есть разминку я дал, допустим, если мы занимаемся боксом, если мы берем бокс, да, вот сейчас разминка закончена, сделали прыжочки, размялись хорошо, но еще я делаю бег, ну то есть я сейчас не беру глобальную тренировку, когда люди к соревнованиям готовятся, я сейчас даю ОФП для начинающих и ОФП для боксеров, все. Вот, закончилась разминочка, и сейчас мы будем делать перенос веса, это одно из основных упражнений, да, в боксе, это перенос веса. Вы должны чувствовать ваш вес, вот. Сейчас вес на левой ноге, сейчас вес на правой ноге, да. Вот это упражнение, вы, ребята, кто хочет чуть-чуть подучиться боксу, пожалуйста, приходите, я научу. Вот, перенос веса, это первое, что вы делаете, вот. Ребята, пожалуйста, перенос, почувствовали здесь. Все, вес на этой ноге, здесь, здесь. Все, вот это упражнение надо делать 3 раза по 50 раз, по 25 на каждую ногу. Раз, два. Я занимаюсь больше 20 лет, я все равно эти все упражнения делаю, потому что это основа бокса. Просто перенос веса. Вообще начинаем правильно, ручки вот здесь держите, стоечка у вас вот горизонтальная. И вот начинаете вот так вот, ребятки. Вот так делать. Вес на правой ножке, вес на левой ножке, вес на правой ножке, вес на левой ножке. И занимаемся, пока ты уже будешь вот ходить, как я разминку делаю, да, я уже хожу, у меня вон вес сам, да, я уже на самом переведено, то есть у меня уже до такого автоматизма доведено, поэтому я это делаю, все равно делаю каждую практически тренировку, я это чуть-чуть делаю во время разминки, я переношу вес. Вот. Это первое упражнение, перенос веса для боксеров, для ребят, которые хотят чуть-чуть научиться боксу онлайн, да. Вот. Guys, hello everyone, I am boxing, athletics, bodybuilders trainer, I will be training live, come my trainer, вот. Welcome. Значит, второе упражнение, да, для тех, кто хочет начать заниматься боксом, это к переносу веса, да, к вот этому, что мы только что делали, мы добавляем проворот корпуса. Вот, мы делаем проворот корпуса. У нас вот такое должно получиться движение. Здесь должен уже быть вес, сюда должен быть перекинут вес и нога провернута в эту сторону. Вот таким образом. Вот, это все делается медленно. Раз, два, 3. Вы начните без рук. Начните без рук. Вот. Начните без рук. Раз, два,
Вам надо вес перенести на эту ногу. Отсюда перенести на эту ногу. Вот. И провернуть корпус. У вас, как сказать, бок туловища должен смотреть вперед. Вот. Вот это ваша задача. Вот, провернуться. Вот. Все делаем медленно. То есть начали с переноса веса. С переноса веса. Перенос веса. Вот. Раз, два, три, 4 ручки. Тренируйтесь, приучайте. Вот. Для чего правая и левая рука? Это закрывает печень, закрывает голову. Но я стремиться буду в эфирах не для того, чтобы, да, там людей подготовить к каким-то дракам, еще чему-то. Цель эфира — оздоровительные программы, да, оздоровление, то есть ОФП, общая физическая подготовка, да, какие-то упражнения из бокса, азы бокса. Вот. Поэтому перенос веса, да, это основное упражнение для боксера. Когда ты научишься переносить вес, ты уже с любого положения его выталкиваешь. То есть вес это основная, рука это уже как дополнительная. Вот у тебя вес здесь, тебе надо вытолкнуть вес туда, руку ты просто уже в конце кидаешь. Вот. Переносим вес, тренируемся. С ноги на ножку, ребята. Вес очень важно. Вот. Пошли, можно сюда, сюда, можно перешагивать, вот чуть-чуть. Сюда, сюда, сюда. Перенос веса. Учимся. Вообще для новичков стали ровненько, спокойно. Вот. И погнали. Как пружинка. Ножка должна работать как пружинка. Вот. Должны чувствовать. Вот. Это база, ребята, это база. Научитесь переносить вес, руку там уже просто дальше вставляешь. Ты вес. Смысл все любое единоборство — это чувствовать свое тело, управлять своим телом. Вот. То есть, если ты чувствуешь энергию, чувствуешь массу, там уже ты просто добавляешь, рука вылетает и все. Вот это смысл. Перенос веса — это самое то, что нужно научиться изначально. Если у вас не получается, если вам тяжело это делать, возможно, вам не подходит, да, там, бокс или не знаю, потому что без переноса веса вы не научитесь ни бить, ни... вообще учатся все, да, поэтому, если было бы желание, если есть желание, я учил таких, что людей, которые вообще шансов очень мало у них было, что они научатся, научились, да, научились и бьют, и нормально, я не учил их прям бить, я учил их боксу, но я имею в виду, что они научились, по финалу вообще не умели, да. Так же я когда-то не умел, там 20 лет назад меня научили люди. Я занимался больше, чем около 10 тренеров. Не то, что я их там менял специально, так получалось, я переезжал, да, там занимался у себя в городе у 3 или 4 тренеров только я занимался. То есть у меня информации очень много. Вот, я рассказываю то, что азы бокса, и дал, будет видео, информация для начинающих, для людей, которые хотят просто подтянуть как для женщин, как для мужчин, девушек, пацанов, ребят, детей, пенсионеров, без разницы, все могут делать эти упражнения, которые я показываю, да, они рассчитаны на оздоровление организма. Вот. Смысл эфира — это здоровье, да, здоровье духа, здоровье тела. Вот. Чтобы как-то морально поддержать, да, друг друга. Вот такая ситуация сейчас в мире, да, тяжелая. Вот, поэтому у меня такой эфир, и цель его это. Я сам тренируюсь и привлекаю людей, тренируйтесь, пожалуйста, на здоровье. Вот. Буду давать информацию. Так, перенос веса. Да, следующее упражнение для тех, кто хочет чуть-чуть получить основы, да, основы бокса. Это с переносом веса мы делаем проворот корпуса. Вот, проворот корпуса. У нас ножка, колено уходит внутрь. И получается, мы становимся, у нас бок туловища смотрит вперед. Вот вы стали, да, перед вами горизонтальная стена. Вес у вас на этой ноге. Вы переносите вес на правую ножку и проворачиваете туловище. Раз, два. И пробуйте 3 раза вот так на ножки перенесли, развернулись, вес здесь поработали, стали. Перенесли вес, поработали на ножки, стали. Перенесли вес, попробовали как пружинка, да, поработали. Перенесли, снова сюда поработали. Перенесли, поработали. Перенесли, поработали.
перенесли, поработали. Вот, это 2 упражнения для тех, кто хочет начать. Я рекомендую даже кушать готовишь, там, я не знаю, убираешь, ты можешь ходить, переносить вес, да, вот, когда ты научишься переносить вес, это смысл всего, это, вот, ты двигаешься, у тебя, ты должен чувствовать, двигаться так, что у тебя с переносом веса, бокс это не просто бить рукой, там, или сильно бить или быстро бить, это вес. Ты чувствовать должен свой организм, он у тебя должен работать как одно целое, рука добавляется в конце. Вот. Поэтому очень важно перенос веса, разворот туловища. Вот, вот это удар. Вот. Он все идет отсюда. Вес, проворот и вылетает рука. Вес, проворот и вылетает рука. Вес, проворот и вылетает рука. Вот, поэтому я вам показываю постепенно. Сначала перенос веса, да, потом проворот туловища. Руку будем добавлять, она никуда не денется, она добавится. Потому что там больше добавлять уже нечего, когда ты уже развернулся, там уже только идет рука вот сюда и все. Больше уже там ничего добавлять не надо. То есть получается, сегодня я дал тренировку, да, дал разминку для людей, кто хочет начать. Разминочка есть, видео пересмотрите, ребята, пожалуйста, кому интересно будет, подписывайтесь. Вот. И перенос веса и разворот туловища, вот, разворот туловища. Ты должен отсюда развернуть вот сюда, вот, вот, вес перенести при этом здесь, теперь здесь вес, отсюда сюда вес, вот, это азы бокса, да. Я буду постепенно рассказывать, потому что информации очень много, я могу вам за один эфир выдать столько информации, только смысла от этого не будет, понимаете, вот, поэтому, кому интересно, пересматривайте видео, да, вот. Я надеюсь, оно сохранится, потому что ТикТок, не знаю, вчера и позавчера видео было, тоже очень много рассказал, очень много дал информации, но не сохранилось, к сожалению. Вот. Такие дела. Так что, вот. Ну, на сегодня все. Я, да, много информации, я могу очень долго рассказывать о спорте, я его очень люблю, бокс люблю, да, все, что связано со спортом, но на сегодня... Ребята, большое спасибо всем, кто слушал. Возможно, у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите или в личные сообщения. Ну, я не вижу, что кто-то пишет. Пишите в личные сообщения, эфиры я буду, или подписывайтесь, да, эфиры я буду оглашать. В этом видео вы найдете для себя комплекс. Рассказано, показано, четко, очень качественные упражнения, которые лично я на своем опыте разработал, да, сам скомпонировал, да, для оздоровления, да, для улучшения физических показателей, для оздоровления, для улучшения физического здоровья. Все, ребятки. У меня тут уже какие-то головоломки, что-то куда-то перетаскивать надо, уже типа что-то глючит, наверное, этот эфир. Вот, пишет, что я был неактивный. Вообще, ТикТок решил, что я неактивный. Ну ладно, пусть неактивный. Вот хотят, чтобы я выключился. Уже надоело им, наверное. Все, ребята, подписывайся. Всех буду рад видеть, слышать. Вот. Всем отменного здоровья. Да, хорошего вечера субботнего. Всего хорошего.